Всем привет! Сейчас хочу представить вам ребят, с которыми я живу вместе по соседству. Они живут сейчас во второй комнате, я в первой. Помните, в одном из видео, когда я показывал территорию нашего дома, где мы сейчас живем, стоял такой, как сказать, сосуд, прибор. И я сказал, что расскажу немножечко попозже об этой вещи и для чего она нужна. Сейчас сначала познакомлюсь с ребятами и потом расскажем, что это было, собственно, за изобретение. Прямо вот так за столом это Николас, он из Аргентины. Кстати, очень похоже на наше имя Николай, да, привычное. Нам, если сокращенно, то Нико. И его жена Рани. Рани из Бельгии. Так, смотрим, что у нас получается. Это сам мате. Мате. Yerba mate. Мате — это вот такая вот трава. Засыпается кейс. Esto se llama porongo. Поронго. Porongo. Поронго. Ujú. Такой сосуд. Видите, он как сделан, не знаю, кожей обшит. И внутри, как керамический, что ли. Перемешиваем все это дело. This one. Ага. Вот эту пыль надо стряхнуть. Eh, И еще раз. Now, we're gonna put it on the side. Все интересно так. Y agregamos agua en un costadito. Это вот такая бутылочка, термос, она держит примерно полчаса горячую воду, теплую. Но сюда надо наливать не кипяток, а теплую. Она разбавлена. You can smell. Надо понюхать. Ага. Пахнет. О, уже запахло. Сейчас покажу. Это мате с добавлением. Смотрите. Ментол. Diferentes hierbas. Herbs. Ну, в общем-то, с различными травами. Ну, вот она видна. Тут ментол и, смотрите, травки. La bombilla. Эта штука называется как? Bombilla. Бомбия. Bombilla. Бомбия. Y agregamos agua. Put water on this side. И еще добавляем воды. Только с этой стороны. Only one side. Only one side. So Ага. this is clean. Ага. Lo podemos. We can use it more time. И, в общем-то, через эту трубочку это все так вот подтягивается. Сейчас я тоже попробую, но я уже, конечно, пробовал это все дело несколько раз и постараюсь описать чувства. Смотрите, тут еще важная тема, что вот эту бомбию, трубочку, ее трогать вообще нельзя, в принципе, нельзя мешать. Он говорит, если я даю пробовать людям, ну, незнакомым, они начинают это все дело перемешивать, это нельзя делать. Так что она не достается, а вот потребляется в таком виде. Пробую. Она сейчас немножко горячая. Такое, конечно, необычное ощущение. Но сейчас она сильно горячая. Я по чуть-чуть совсем попробовал. Это, ну, как, не знаю, чай. По вкусу, если можно сравнить с обычным чаем, то достаточно крепкий такой чай. И получается, ты его не пьешь, как таковой, большими глотками, а потихонечку затягиваешь, и немножечко другие ощущения от этого процесса. И он достаточно такой тонизирующий напиток. Они его часто очень пьют. С утра начинают, пьют в обед и вечером. То есть у них как заместо кофе это и чая. Это в Аргентине очень распространено. Вот так оно и пьется. Подливается водичка сюда потихонечку, выпивается и подливается из этого термоса. Ника говорит, что добавляется вода только с одной стороны, чтобы вкус оставался дольше. Если разбавить ее все полностью водой, ну максимум там 3-4 вот этих вот кружки хватит. И вкуса не будет потом. Если добавлять только с одной стороны, ты чувствуешь вкус именно вот этой сухой травы. Кстати, пьется это все дело в Аргентине, Уругвай и Парагвай. 3 вот основные страны, где любят употреблять мат. Сейчас еще раз попробуем. Потихонечку все это дело втягивается. Вот, сейчас уже гораздо приятнее. Это чувство вот именно как сухой травы и очень крепкого чая. Он еще из этой трубочки пьется очень непривычно.
как-то затягивается вместе с воздухом. И именно вот от воздуха, от этого получается много очень аромата самого мате. Они его возят с собой везде, то есть берут пакет, куда бы мы ни ехали, в горы, совместные поездки, всегда берут с собой мате и наливают это из термоса воду, и там в дороге, в машине сидят, попивают. Кофе я даже не видел, что пили. Все, у меня вот закончилась вода. Сейчас сюда еще раз Нико подольет, и дальше уже продолжится все это дело распиваться. Вот что сейчас посмотрели в интернете. Оказывается, что в Чили тоже употребляют. И помимо вот этого Южной Америки, употребляют еще это все дело мате в Сирии и Ливане. Ливане, си? И Ливане. Интересно было попробовать. Я, честно говоря, когда первый раз увидел, я даже не знал. Я видел эту штуку, весь этот сложный механизм, но я помню где-то в каких-то воспоминаниях, но никогда не пробовал. Я думаю, что в Москве, наверное, можно достать мате и попробовать. Это, кстати, такие деревья, они культивируются тоже в Аргентине, выращиваются, примерно размером, не знаю, с небольшую там яблоню, абрикос. Я сначала подумал, что это как кустики чайные, но они, конечно, повыше. Мате с добавками, а есть чистый мате. Он говорит, что у него есть и чистый пакет с собой привозил, и они даже крепче. Хотя это тоже достаточно крепкая штука, потому что в самом этом сосуде воды добавляется мало, и получается такой концентрат. Сейчас прочитали, оказывается, что сирийцы в 19 веке прибыли в Аргентину, им очень полюбилось мате, и, соответственно, они с собой вот эту традицию увезли на родину, в Сирию, и поэтому там это тоже распространено. Очень интересная традиция. Это, конечно, не как кружечку кофе заварить, выпить, посложнее, но тем оно и интереснее, такой процесс. И я в нем поучаствовал. Вот нашли в интернете, видите, вам картинку, как Месси и Суарес, наверное, где-то в самолете как раз-таки распивают мате. Сегодня 21 июля 2019 года. Всем привет. Время, не знаю сколько. Вот оно, время 8:08. Я уже далеко от Сан-Исидро. Снова взяли меня в горы, уже в другую сторону. В сторону Панамы. Я, честно говоря, даже не смотрел Maps, не открывал. Так что точное место покажу немножечко попозже и отмечу его на карте. Сегодня получилось все очень быстро. Ко мне постучались 5:30 утра, говорят, едешь, не едешь в горы вместе с нами. И я, конечно же, не отказался. Воскресенье, погода отличная. Тепло. Я, честно говоря, даже не знаю цель нашего путешествия сегодняшнего, но обязательно все поснимаю и покажу, если будет что-то интересное. Интересно здесь, в принципе, все, начинает с самой природы, очень красиво, и буду снимать, конечно же, эти потрясающие виды. Наша бригада вся, ребята из Аргентины, и Сильвия впереди с дочкой, и Вера, хозяйка дома. Заходим на территорию биологического парка, наверное. Если правильно понял. Вот такая здесь природа. Очень красиво. Влажный тропический лес. Свисают лианы разные. Встретили первое животное здесь, точнее насекомое. Это богомол. Вот такой красавец. Хищник местный. Такое ощущение, что мы уже в космосе. Слышите вот этот звук? Его издает тукан. Не знаю, удастся ли его поймать на камеру. Сейчас попробуем. Смотрите, в каких условиях приходится снимать. Очень тяжело на самом деле. Некогда поесть даже. Директор. Тукан? Си. Ah, sí, 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 sí. Оп. Аня любит такие открытые места, я уже заметил.
Это муравей, смотрите быстрее. Гигантский просто. Нереального размера с палец. С этого места, кстати, открывается очень красивый вид вниз. Если смотреть вот так прямо, в хорошую погоду, в ясную солнечную, то здесь будет видно море и мыс. С одной стороны речка, с другой стороны океан, точнее. Не море, а океан. Тихий. Начинается дождик, и мы потихонечку собираемся. Будем, наверное, возвращаться уже обратно. И здесь погода очень переменчивая, то есть может светить солнце буквально через 5-10 минут. Затянуть небо и начаться дождь. Минут 10 назад здесь было ясно и достаточно жарко. Я думал, что облака рассеются и покажу вам вид, который открывается отсюда. Но все затянуло снова и начался дождик. Даже не знаю, что за змея. Не видно. Большая. Вот такая змея, я даже не знаю, что это за змея. Белая, светлая, вы видели? Если кто знает, напишите в комментариях. Остановились в таком кафе поесть. Вот территория. Здесь прудик. Сейчас покажу цены на меню. Рис с курицей 3000, кассадос 3000, рыба, тиляпия, арос с мясом. Такие цены. Мохито, пиво. Вот так здесь все выглядит. Снова гуанабана с молоком, но теперь она вообще без сахара. Очень вкусная. Мне нравится. Пока жду заказа. Смотрите, какой здесь прудик красивый. С уточками, гусиками. Стоянка мотоциклов. Здесь у них есть также кабины. Можно остановиться, отдохнуть. Вообще территория здоровская. А вот кабинос написано. Вот эти, наверное, домики сдаются. Вот так выглядит это блюдо. Филе рыбы. Немножко риса, салат, картошка. И стоит это все 3000. Колон примерно 300 рублей, чуть дороже. Все очень вкусно, рыба тоже вкусная. И плюс я еще добавил все соусы сюда. Это соус костариканский, типичный национальный соус лисано. Он такой не острый, кисловатый, приятный на вкус. Все очень вкусно. Плюс меня сейчас угостили еще тиляпией жареной. Очень сочная, свежая рыба. Тоже очень вкусное. Отличное кафе, здесь очень вкусно готовят. Постараюсь найти это место и отметить на карте. Под каждым видео я оставляю ссылку на Google карту, те места, где я был. Так что она там есть, можете пройти, посмотреть. Все отмечаю. С другой стороны вот такой вид. Здесь бассейн, дети плещутся. И он бесплатный для тех, кто здесь останавливается. Можно им воспользоваться. Красивое место, и вот эти все прудики, они с разных сторон, здесь их несколько, 3 или 4, и в них живет тиляпия, рыба, тиляпия. Вон сколько рыбы. Тут как болотце. Смотрите, ряска с какими красивыми цветами. Вот такое получилось небольшое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому понравилось, Инстаграм где-то здесь. Всем пока и до новых встреч в Коста-Рике.